Всем привет! С вами Анна Галич, и мы сегодня приготовим очень вкусное и простое пряничное тесто. Для этого нам потребуется 2 столовые ложки меда. Отправляем их в сотейник и доводим до кипения. Добавляем соду и тщательно быстро перемешиваем деревянной или силиконовой лопаткой до карамельных вкраплений. Затем добавляем сахар. Действуйте очень быстро, чтобы не перегреть. И сливочное масло. Неважно, холодное или комнатной температуры, любое. Делайте все это на среднем огне, чтобы не перегреть. Доводим до растворения масла, периодически помешиваем. Этот рецепт пригодится тем, у кого, как и у меня, сейчас нет миксера под рукой. Все делается просто в кастрюле и очень быстро. На этом этапе не обязательно дожидаться растворения сахара. У нас впереди еще и яйца есть. Взбейте их вместе с солью, соль нужна для вкуса. Хорошенечко пробейте, чтобы масса стала однородной, и быстро помешивая введите в горячую массу. Плита здесь не включена, то есть без подогрева. Сироп и так горячий. Продолжайте помешивать до растворения сахара. И затем в 2 части введите муку. Муку я не просеиваю, не вижу в этом смысла. Сначала работаю венчиком. Тщательно пробиваю, чтобы не было комочков. Вот такое жидкое тесто. Затем добавляю 2 часть муки и уже перехожу на лопатку. Если есть жесткая силиконовая, то ей. Если у вас мягкая силиконовая лопатка, то не ломайте ее, делайте это деревянной лопаточкой. Тщательно вымешиваем, работаем быстро, пока тесто теплое. Оно в таком состоянии довольно жидкое, и это удобно в работе. Вот посмотрите, какое получается. Затем беру пакет и отправляю в него мое тесто. Видите, оно уже загустело, пока я бегала за пакетом. Плотно упаковываю в пакет, чтобы не было доступа воздуха, чтобы тесто не подсыхало, и убираю в холодильник. Как минимум на 7 часов. Лучше на ночь. Хранить готовое тесто в холодильнике можно до 2 недель, либо до 3 месяцев в морозилке. Вот такое плотное после холодильника. Делю тесто на 3 или 4 части. Остатки убираю в холодильник и раскатываю на присыпанном мукой тефлоновом коврике или пергаменте. Сверху тоже присыпаю, чтобы не липло. Тесто я люблю делать довольно жидкое, чтобы несложно было раскатывать. Толщина раскатки зависит от размера пряника. Для больших это 5 мм, для маленьких пряников можно делать чуть тоньше. Присыпала мукой, перевернула, тоже присыпала и врезаю при помощи формочек будущие пряники. Убираю излишки теста и растягиваю печеньки по листу. Перекладываю на ровный противень и выпекаю в течение 5-7 минут при температуре 180 градусов в заранее разогретой духовке. Сразу после выпечки быстренько придавливаю их доской или стеклом, для того, чтобы они были ровные и подходили под роспись. Дайте пряникам минут 15, чтобы они остыли, и я вас жду в следующем видео. Будем делать вот такой красивый наборчик. Друзья, благодарю вас за просмотр, за ваши лайки и комментарии, которые вы оставляете под моими видео. Это очень ценно. Спасибо. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и до встречи в новых видео.